Всем привет! В прошлом видео я рассказывал, как можно сделать штриховку для отображения раскладки ламината. Вы можете найти это видео по ссылке в описании и где-то здесь в подсказках будет наверху. В этом видео я расскажу, как сделать штриховку для раскладки паркета елочкой, английской елочкой, французской елочкой и для того, чтобы сделать раскладку плитки со вставками по краям. Давайте начнем с елочки. Все так же выбираем инструмент линия, способ построения прямоугольный. Не важен слой, не важно перо. И черчу плашку. Возьму произвольный размер для удобства 600 на 100 мм. Вы можете выбирать тот, который у вас идет по списку, по каталогу. И для того, чтобы сделать грани наклонными, я сейчас покажу хитрость. Выбираем бегущую рамку. Вот так выделяем по контуру и хватаемся за край, чтобы вот так появилась у нас галочка здесь. Курсор превратился в галочку. И передвигаю на высоту моей плашки. У меня 100 мм. Я под прямым углом передвигаю на 100 мм. С клавиатуры ввожу 100 мм. И у меня получается вот такая скошенная плашка. Теперь я поверну эту плашку. Выделяю ее. И поворачиваю. И также дублирую. Все, получилось. Теперь я копирую плашку. Нажимаю Ctrl-C и перехожу в штриховки. Повторюсь, если у вас здесь нет этой иконки, нажимаете параметры, реквизиты элементов и штриховки. Создаю новую штриховку, выбираю символьную штриховку и пишу паркет елочка. Можно написать размеры. Нажимаю ОК. Здесь меняю штриховку поверхности, ставлю, а штриховку сечения убираю. Здесь я уже не буду настраивать отображение, мне в принципе и так достаточно. Если хотите, можете посмотреть предыдущее видео, там я показал, как можно это сделать. Настройте, пусть у вас будет здесь вот все красиво. Теперь нажимаю вставить, и у меня появляется вот так, если отдалить, вот такая штриховка. Так меня не устраивает. Для этого мне нужно поменять какой-то из вот этих размеров, либо этот, либо этот. Я меняю вот этот. Нажимаю ОК, и надо его измерить. Если мы его измерим инструментом измерения, то нам покажет целое число. Оно, скорее всего, неверно, потому что там есть десятичная часть у этого числа. Для этого я перехожу в параметры, рабочая среда, рабочие единицы, и у линейных единиц ставлю десятичный знак 1 и нажимаю ОК. И теперь при измерении вот буду точно видеть, что 141,4 мм. Я запоминаю это число, перехожу обратно в штриховки и ввожу его сюда. 141,4 мм. Нажимаю ОК, и штриховка уже создана. Давайте я применю ее сюда. Вот так вот выглядит эта штриховка. Вы также можете создавать ей направление. Теперь давайте сделаю английскую елочку. Она немножко посложнее. Также плашка будет 600 на 100. Поворачиваю ее под 45 градусов. И дублирую. Эту плашку тоже поверну. Выбираю то, что создал. Копирую и перехожу в штриховки. Теперь создам новую штриховку. А можно дублировать эту, кстати. Дублирую и напишу паркет, елочка, английская. И нажимаю вставить. Здесь уже, видите, немножко посложнее, потому что у нас не ровная плоскость вот здесь. Сейчас все расскажу, как сделать. Нажимаем ОК и будем измерять. Здесь по-прежнему измеряем. Вот этот размер, он также остается 141,4. Введу его сюда. Нажимаю ОК. И теперь нужно выровнять ее вертикально. И измеряю вот этот размер. 848,5. Нажимаю ОК. И можем применить его сюда. Применяю елочка английская. Как видите,
Вот так вот она выглядит. Теперь давайте про плитку. Там вообще все просто. Также выбираю линию. И пусть у меня будет плитка 150 на 150. А по бокам нужны вставки 3-сантиметровые. Для этого я выбираю мой прямоугольник, щелкаю на один из углов. Я нажимаю скругление. Здесь выбираю соединение и обязательно ставлю применить ко всем углам. Вводите необходимый радиус. Ну, так он называется. У меня 30, я оставляю 30. Нажимаю ОК. Все, это все, что нужно. Копирую. Создаю новую штриховку. Все так же символьная штриховка. Пусть это будет плитка со вставками. Нажимаю ОК. Здесь настраиваю, как должно быть. И нажимаю «Вставить». И вот так будет выглядеть эта штриховка. Вот так вот она выглядит на плане этажа. Теперь вы знаете, как делать штриховки посложнее. И можете делать их для своих размеров. Я эти штриховочки загружу по ссылке внизу в описании. Можете их скачать и загрузить в свои проекты и пользоваться. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока.